каркас необходимо закрепить на нем пластиковые уголки, стартовые, внутренние и наружные. Я их буду крепить к металлокаркасу с помощью таких шурупов, тех же блошек. Теперь необходимо закрепить на окне стеновой стартовый профиль и продолжить работу. Здесь уже предварительно я снял защитную пленку, потому что в случае крепления стартового профиля ее снять будет проблематично. Крепим его к оконному профилю шурупами с шагом 10 сантиметров. Теперь необходимо закрепить стартовый пластиковый профиль вдоль потолка. Для резки стартового пластикового профиля делаем отметку. С помощью ножниц по металлу отрезаем переднюю и заднюю часть. Загибаем и отрезаем нижнюю часть. Вот такой получается ровный срез, без зазубрин. Крепим также маленькими шурупами-блошками профиль УД. Шаг крепления пластикового профиля к профилю УД примерно 20-30 см. И теперь крепим потолочный стартовый пластиковый профиль между окном и правой стеной. В углу скрепляем два профиля П-образных вместе. Два пластиковых профиля должны стыковаться один на другой и не оставлять никаких щелей и зазоров. Теперь необходимо замерить расстояние от потолка до пола и по этой длине отрезать внутренний угол. У меня 227 сантиметров. Внутренний угол режется тоже ножницами по металлу. Для этого обрезаем переднюю часть и заднюю по метке с одной и с другой стороны. Затем загибаем его в заднюю сторону и отрезаем заднюю спинку. Вот срез получился ровный и культурный. Устанавливаем внутренний угол на свое место и фиксируем к металлопрофилям с помощью блошек. Вот такая стыковка получилась в верхних углах. Теперь необходимо закрепить этот внутренний угол по всем CD профилям. Оставшийся участок ширины подоконника необходимо закрыть также стартовым пластиковым профилем. Для начала прикручиваем внутренний угол под подоконником. Здесь я сделал небольшой вырез, чтобы он зашел к нашему профилю УД под подоконником. С этой стороны прикручиваем к профилю CD. И так ко всем профилям. Прикручиваем сюда маленький кусочек стартового профиля. После этого прикручиваем стартовый профиль снизу к полу. Вот мы подошли к формировке наружной стороны пластикового откоса. Для этого нам понадобится наружный угол такого профиля. Можно использовать F-образный профиль или декоративный обычный уголок, который клеится на жидкие гвозди. Замеряем расстояние от пола до верхней точки откоса. Добавляем к нему 2 см, это ширина профиля, и отрезаем. Вот отмечен 2 см. Теперь нужно эти 2 см перенести на эту сторону и обрезать полностью
этот ребро, это и внутреннее вот это. Для этого также обрезаем с помощью ножниц по металлу. Ребра с этой стороны и внутренние. Затем с помощью острого ножа необходимо отрезать эти части. Для нас важна эта сторона. И прикручиваем пластиковый угол к профилю УД. Теперь необходимо сформировать наружным углом верхние части откосов. Для этого делаем подрез на боковом и на верхнем наружном пластиковом угле и заводим их друг с друга. Прикладываем верхний наружный угол пластиковый. И здесь необходимо сформировать красивый стык. Для этого я с помощью карандаша делаю разметку мест квадрата своеобразного. И здесь необходимо сделать скос под углом 45 градусов на верхнем уголке. А нижний просто обрежется по этому размеру. И затем с помощью суперклея приклеится один к другому и будет получен хороший стык. Боковой пластиковый угол просто обрезаем по длине квадрата. А на боковом чертим линию по диагонали. И обрезаем эту часть. Такой угол 45 градусов. Таким образом получается вот такой симпатичный откос. Теперь необходимо прикрутить верхний уголок к профилю CD и можно приступить к заправке сюда пластика. Теперь необходимо закрепить на нижнюю часть балконного блока такой же наружный уголок. Он должен вверху упираться в нижнюю часть подоконника, а внизу в пол. Наконец, мы все пластиковые уголки закрепили на каркасе, и теперь необходимо приступить к монтажу пластиковых панелей. Резать пластиковые панели мне удобнее электролобзиком с мелкой пилочкой по металлу. Если у вас нет электролобзика, то его можно резать любыми инструментами. Это может быть ножовка по металлу, обычная углошлифовальная машина или даже острый нож. С помощью рулетки замеряем расстояние от пола до потолка. И это расстояние переносим на пластиковую панель, после чего отрезаем ее по длине. В моем случае длина пластиковых панелей 227 сантиметров. Измеряем это расстояние. И с помощью угольника делаем разметку под углом 90 градусов. Все, можно отрезать. Срез получается четкий, без сколов и зазубрин. Начинать нужно со стены, которая имеет больший размер, потому что останется много кусочков, которые затем пойдут под балкон и на откос. Четко отмеряем всю конфигурацию выреза возле балконного блока и возле окна, и после этого монтируем панель. После раскройки пластиковой панели необходимо снять защитную пленку, если она есть, и можно приступить к монтажу пластиковой панели на свое место. Сначала заводим пластиковую панель в потолочный и напольный стартовый пластиковый профиль и продвигаем в сторону окна.
После этого необходимо с помощью строительного уровня выставить панель строго вертикально, чтобы не было перекоса. Фиксируем панель к профилям CD с помощью маленьких шурупов. Вот первая пластиковая панель зафиксирована. Видно, что здесь все строго и без щелей. При монтаже пластика самое тяжелое — это первая и последняя полоса. И поэтому иногда установка последней пластиковой полосы занимает такое же время, как монтаж всей стены. Когда вы дошли до последней панели, необходимо замерить ее длину и расстояние от края панели до середины внутреннего угла. Вычесть 5 мм и по этой ширине раскроить новую полосу. Замеряем расстояние с одной и с другой стороны пластиковой панели, укладываем вместо линейки другую полосу и проводим прямую. Здесь важно не перепутать замки, потому что, обрезав другую сторону, эта полоса будет испорчена. Срез получается четкий, без зазубрин и заусениц. Теперь заводим последнюю полосу сначала в верхний, затем в нижний стартовый пластиковый профиль и после этого задвигаем ее в угловой. Если задвинуть пластиковый профиль в уголок тяжело, то для этого используем шпатель или какой-нибудь плоский предмет. У меня это угольник. Вот пластиковый профиль заведен во внутренний угол. Теперь берем резиновую перчатку, чтобы рука не скользила. И начинаем потихонечку задвигать пластик в свой замок. Замок можно смазать моющим средством или обычным мылом. Возле откоса также пластик вставляется сначала в наружный угол и затем задвигается в замок. Вот такая получилась панель возле откоса. После этого мне необходимо установить розетку в этом месте. Я заранее сделал две метки. Место расположения профилей CD и UD. И теперь необходимо сделать отверстие для этой розетки. Для этого берем любую подходящую окружность, которая будет соответствовать размеру вашей розетки. У меня как раз розетка вмещается сюда. Прикладываем ее к пластику и вырезаем с помощью острого ножа. Для того, чтобы установить розетку в пластиковую панель, можно не покупать подрозетник, а сделать маленькую хитрость. Берем розетку, откручиваем разжимные рожки. И переворачиваем их другой стороной. Можно также их слегка выровнять, чтобы они были прямыми. И закручиваем на свое место. Ножка поднимается и пластик будет зафиксирован. И можно помещать розетку на свое место. Выставляем ее по уровню, чтобы была строгая вертикаль и горизонталь. Вот розетка встала крепко на свое место.
Прикручиваем крышку. И розетка стала на свое место. И после этого можно проверить розетку. Все прекрасно работает. Можно продолжать дальше. Дальше продолжим монтаж пластика под окном. Теперь можно приступить к облицовке уличной части балкона. Также необходимо выставить по уровню первую полосу. Теперь осталось сделать отверстие для выключателя. Для этого я также сделал разметку на пластике, усилил слегка профилем УД снизу, чтобы он не вырвало его и он не отрывался. И теперь будем вырезать отверстие с помощью той же крышечки. Осталось только проверить выключатель. Все работает. Можно продолжать дальше. Ну вот, лоджию мы обшили, теперь необходимо сделать откос на балконный блок. Для этого в первую очередь на оконную раму необходимо прикрутить стартовый пластиковый профиль. В первую очередь необходимо прикрутить уголок на верхнюю раму окна. Для лучшего примыкания уголка к окну вместе с стыковки балконного блока необходимо сделать небольшое углубление. Прикладываем уголок и отмечаем место подрезки. Острым ножом врежаем отверстие. Вот получилась такая выемка. И теперь можно этот уголок прикручивать к окну. И прикручиваем уголок к окну маленькими шурупами-бложками с шагом 10 сантиметров. Боковые уголки прикручиваем снизу от верхнего с небольшим зазором, так чтобы сюда потом зашел еще один стартовый уголок, который будет идти по углу. И прикручиваем уголок снизу возле входа. Таким образом получился верхний откос. Теперь необходимо сделать боковые. Для того, чтобы сделать боковой и верхний откос, необходимо сделать для себя небольшую схему, в которой указать ширину вверху, внизу и длину возле окна и возле стены. Для удобства пользования замок я обрезаю острым ножом под углом. После этого заводим в откос стартовый пластиковый угол и можно направлять сюда пластик. Ну вот, ремонт на лоджии закончился. Все обшито пластиком, на полу лежит линолеум, и можно заканчивать работу. Просто помыть все и убрать.
Вы были на канале Деломастера Боится. Смотри видео о том, как своими руками обшить лоджию пластиком. Пишите свои замечания, комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.